Друзья, приветствую и благодарю, что вы на канале Источник. Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные, познавательные и увлекательные истории и рассказы. Приятного прослушивания. Семья Ульяновых. Отец. Окончивший Казанский университет, Ульянов Илья Николаевич не был допущен к преподаванию физики в средних учебных заведениях. Кандидат физико-математических наук, и вдруг такой пассаж. Ошеломленный молодой человек, ему не исполнилось еще и 24, не сразу понял, что экзамен на учителя не выдержан и что ему предлагают выйти. Спохватившись, он покраснел мучительно, словно огонь, опалил лицо и на цыпочках, стыдясь самого себя, поспешил из паркетного зала, где за зеленым сукном заседал испытательный при университете комитет. Каждый, кто, окончив университет, изъявлял намерение посвятить себя педагогической деятельности, приглашался в этот комитет, где был обязан перед лицом профессоров, как бы в классе школьникам преподавать так называемый пробный урок по избранной специальности. В результате комитет устанавливал, способен ли искатель быть учителем с точки зрения правительственных указаний, разумеется. Провалился. В жизни не случалось с ним такого, будто дикий зазубренный камень, процарапав мозг, скатилось на язык это отвратительное слово «провалился». «Физика», — твердил, едва сдерживая слезы, молодой человек. «Физика — предмет любимый. Какой же я свинья перед тобой». Но пора было и к выходу, и тут новый приступ возмущения, только уже не с собой, а комитетом охватил его. «Это же двуличие, так поступать!» Кипел он, обращаясь к холодным сводам. «Ведь я тот же и комитет тот же, но по математике допускают, а по физике нет». Медленно, в тягостном раздумье спускался Ульянов по чугунным ступеням, и последняя из них от его шага прогудела, послышалось ему особенно угрюмо. Потом он сидел на скамейке в садике. Скамья была в снегу, но он лишь машинально кое-как смахнул сугроб и сел. Лениво забрежила мысль, а не удовольствоваться ли преподаванием математики. Спокойно поеду в Пензу, где открылась вакансия в дворянском институте. Стоит ли из-за физики с протестом ломиться в комитет? Это значит опять проживаться здесь, в Казани. Когда-то протест уважат, а может, ведь случится не уважат вовсе. И заколебался Илья Николаевич. Усталость от напряженных занятий, нервной стряски брала свое. Подумалось, а в Пензе, сказывают, тишина да благодать. Мысленно он пытался уже распрощаться с физикой, но не смог. «Любимица моя, да что же это я делаю? Предать тебя? Нет». И как обрубил малодушные соображения «нет» и «нет». Решил оставаться в Казани, добиваться своего. Он не мыслил себя учителем иначе, как прочно стоявшая на обеих ногах математика плюс физика. Жизнь проголодь уже не страшила его, была бы цель достигнута. Он вновь и вновь подвергал полному анализу свой пробный урок по физике и приходил к выводу: поступили несправедливо, больше того, жестоко. Вспомнилось, чего и не хотелось вспоминать: некий вельможа экзамен по физике превратил в балаган. А было так. Ульянов уже заканчивал отвечать пробный урок и был в том приподнятом настроении удовлетворения собой, когда чувствуешь, дело осладилось, двухмесячный напряженный труд подготовки, как бы сам сказал, все за себя строгим экзаменатором. И профессор из-за зеленого сукна уже одобрительно кивали ему, поглядывая на чернильницы, чтобы обмакнуть перья. В высокой оценке пробного своего урока Ульянов не сомневался. И вдруг, будто холодным сквозняком, пахнуло в зале. Лица экзаменаторов вытянулись, кое-кто из них поморщился, и Ульянов обнаружил, что никто за него уже не смотрит. Взгляды всех устремились поверх его головы, туда, где вход в зал. Затем профессора один за другим, кто ловко и быстро, кто медленно, как бы нехотя, поднялись со своих мест.
Ульянов стоял, не смея обернуться. Было ясно, появилось какое-то значительное лицо. Делами университета, он слышал, занимается ревизор из Петербурга, сенатор. Ульянов терпеливо ждал, что его, наконец, отпустят. Тем временем мимо пошагал пожилой господин в мундире. Вся грудь расшита золотом. Штаны белые, но и на них золотые дорожки. Илья Николаевич с любопытством глянул на невиданное по блеску одеяние. Он уже догадался, что это тот самый сенатор, о котором столько тревожных разговоров, однако ничего похожего на страх перед ревизором не испытывал. Напротив, ему понравилась благовоспитанность вельможи. Поздоровался с профессорами, сделал уважительный поклон и пригласил всех сесть. Рядом с председателем комитета образовалось свободное место, на которое был приглашен и сам сенатор. Тот прошептался с председателем, видимо, интересуясь, что происходит в зале, потом кивнул и посмотрел на Ульянова. Илья Николаевич стоял, выпрямившись, а под взглядом ревизора вытянулся еще больше, вскинул голову и чуть-чуть улыбнулся, показывая этим, что он ждет вопроса и рад будет отвечать. И не о себе сейчас он подумал, он жаждал в меру своих скромных сил защитить репутацию родного университета, которую, как видно, столичный ревизор взял под сомнение. Ульянов чувствовал, что в нем возгорается душевный подъем, вдохновение, что ответ его на любой вопрос экзаменационной программы будет блестящим, и только одного опасался, как бы сенатор не раздумал его спрашивать. И вопросы последовали. Ульянов отвечал легко и свободно, однако ревизор не проявил одобрения. Напротив, желчной гримасой приставил ладонь к уху и выкрикнул: «Не слышу, ведь вы в классе. Зычно надо говорить перед учениками, зычно». У Ульянова был приятный голос. Еще в Астрахани он пел в гимназическом хоре. Случалось, с одобрением регента и мелодию вел, но зычностью, какая цена для капрала, не обладал. Все же попытался напрячь голос и закашлялся. Сенатор развел руками, выпил воды из графина вместо того, чтобы протянуть стакан покрасневшему от кашля молодому человеку, и приказал: «Отойдите от стола». Ульянов попятился. Еще. Есть у вас глазомер, чтобы представить помещение класса?» Ульянов сделал еще несколько шагов назад. «Хорошо», — язвительно заметил сенатор. «Скуповато отмерили, но допустим, что это гимназический класс. Вы на учительской кафедре. Объясняете ученикам предмет физики. А здесь, где мы сидим, допустим, последняя парта. Попрошу». Ульянов крепился, стараясь выдержаться издевательства вельможи, но голос, и без того слабый из-за неразвитой груди, окончательно перестал звучать. И следовала особенно заметная картавость. Илья Николаевич не выговаривал «р», этот звук пропадал. Новая придирка со стороны сенатора, мол, дефект речи учителя может передаваться и ученикам, сказал он это уже претенденту, а решавшему его судьбу комитету. Между прочим, перед комитетом следовало бы явиться не в... Сенатор господин благовоспитанный не сказал прямо в студенческих обносках, а ограничился осуждающим взглядом и добавил: «Учитель без сюртука не учитель». Стыд, негодование и омерзительное состояние беспомощности перед грозным сановником вновь переживал Ульянов, на этот раз бродя по улице. И тут же догадался, откуда это противоречие в решении комитета. С одной стороны, кандидат Ульянов удостаивается за пробный урок по физике оценок удовлетворительно и достаточно. С другой стороны, он же к преподаванию физики не допускается. Все ясно, туман рассеян, заключил молодой человек. Своим грубым давлением сенатор расстроил намерения профессоров. Вот и родилось постановление «Ублюдок». Между тем, за зеленым сукном сидели ученые, которым он, Ульянов, обязан своим университетским образованием. Да что говорить о нем, скромном кандидате и в комитете видные деятели российской науки, и что же,
склоняют головы перед ревизором? Да это же раззолоченный истукан, господа, не больше. Где же ваше достоинство, воспитатели молодежи и творители наук? Ульянов решился на шаг смелый и вызывающий, вновь предстать перед испытательным комитетом, добиться переэкзаменовки по физике. И он подал в округ прошение. Попечителю учебного округа не обратился бы мракобес Самодур, но у попечителя есть помощник, облеченный почти столь же высокими правами. К тому же, по отзывам, человек доступный и справедливый. Да и не только по отзывам. 4 года назад попечитель Малостовов в издательских выражениях пробрал директора Астраханской гимназии Аристова за его ходатайство о стипендии для мещанина Ульянова. Помощник попечителя, наперекор своему начальнику, принял участие в молодом студенте, сделал, что мог, освободил от платы за слушание лекций. Речь о Николае Ивановиче Лобачевском ему и подал прошение Ульянов. Добрым предзнаменованием был случай, известный в университете. Ровно 11 лет назад с разрешением Лобачевского держал экзамен в комитете и провалился студент Лев Николаевич Толстой. Был он тогда всего лишь худеньким, малоприметным юношей из именитой, но провинциальной помещичьей семьи. Провалился, но не струсил, подал новое прошение, и Лобачевский, обнаружив у просителя серьезный интерес к наукам, наложил резолюцию допустить к дополнительному испытанию 4 августа 1844 года. Повторному экзамену по физике прошение было удовлетворено. Илья Николаевич готовился особенно тщательно, и 21 апреля 1855 года кандидат Ульянов вновь на испытании. В присутствии комитета, цитируем протокол, читал пробную лекцию о теориях гальванического тока, затем написал рассуждение на заданную от комитета тему о скрытом и удельном теплороде. В обоих случаях Ульянов получил твердое «хорошо». Восторжествовала справедливость. То ли на комитет произвело впечатление, что проситель явился в сюртуке, взял на прокат, имел уже вид учителя, то ли профессора почувствовали неловкость за прошедший раз, когда в угоду столичному самодуру лишили молодого человека права преподавать физику, то ли, наконец, замолвил об Ульянове слово Николай Иванович Лобачевский, чуткий, трудолюбивым и талантливым юноша. Так или иначе, но на этот раз Ульянову выказали особое внимание. Его пригласили сесть за стол комитета, застеленный зеленым сукном, с расположенными на нем массивными, напоминающими серию бастионов, которые надо штурмовать. Чернильницами этот стол одним своим видом порождал мурашки у экзаменующихся. И вдруг садись среди профессоров. Еще не успел Ульянов, взволнованный, устроиться в кресле, как заговорил профессор физики и метеоролог Александр Степанович Савельев. Ульянов, будучи студентом, помогал профессору на метеорологической станции университета и сейчас приготовился выслушать от Александра Степановича на прощание благодарность за свой бескорыстный труд. Но профессор заговорил о другом. «Перед нами, господа, — сказал Савельев, указывая коллегам на Ульянова, — молодой, но весьма меня заинтересовавший ученый. Позволю себе вспомнить о научной работе Ульянова, представленной им на соискание степени кандидата. Это труд исследователя, зрелый вклад в астрономическую науку». Здесь Савельев повернулся к одному из членов комитета, профессору математики и ученику Лобачевского, Попову. «Александр Федорович, я не преувеличиваю». «Ничуть», — отозвался тот. «Мы с вами, Александр Степанович, помнится, были единодушны в оценке достоинств этого сочинения. Как, впрочем, и остальные господа профессора, коим было поручено дать по диссертации заключение. Я имею в виду профессора господ Ковальского, Вагнера,
самого декана Котельникова Гессе. Да, подтвердил Савельев, редкое в науке совпадение мнений. А в чем дело? Заинтересовались члены комитета. Вы нас игнорируете? Нельзя ли, Александр Степанович, хотя бы в нескольких словах о содержании диссертации? И все повернулись к Ульянову, который краснел и бледнел от столь исключительного к себе внимания. Профессор Савельев подумал и сказал, чтобы не растекаться мыслью по древу, как выразился летописец, прочту заключение Мариана Альбертовича Ковальского. Выдающийся астроном Ковальский не только украшал кафедру Казанского университета, он был известен в ученом мире России, и мнение его значило немало. Члены комитета в знак уважения к этому мнению склонили головы, и Савельев прочитал. Сочинение студента 4-го курса господина Ульянова представляет полное изложение способа Ольберса для вычисления параболической орбиты кометы Клинкер-Фуэс в 1853 году с дополнением Энке и Гаусса. Применение этого способа к вычислению элементов кометы, виденной простым глазом в прошлом году, и согласие результатной Г. Ульянова с результатами, публикованными астрономischen Nachrichten, показывает, что господин Ульянов постиг сущность астрономических вычислений, которые, как известно, весьма часто требуют особых соображений и приемов. Это сочинение я считаю вполне соответствующим степени кандидата математических наук. Профессор астрономии М. Ковальский. Казань. 14 мая 1854 года. Члены комитета снова благосклонно обернулись к Ульянову, похлопали в ладоши, а профессор Попов, присоединивший свою подпись к отзыву Ковальского, особо обратил внимание на высокий класс астрономических вычислений вчерашнего студента. Наш воспитанник, с одной стороны, и европейские астрономы, с другой, сошлись в расчетах орбиты небесного тела. Это, господа, делает честь не только господину Ульянову, но, осмеливаюсь сказать, и нашей кафедре. Хлопки повторились, и все заговорили о комете, которая, прочертив и обогрев небо, вызвала немало тревожных и самых фантастических толков в народе. Ученые развеселились, делясь курьезами, которые и в Казани сколыхнули застойную общественную жизнь. Профессор Савельев снова попросил внимания и сказал, что он намерен предложить Илье Николаевичу Ульянову пересмотреть свое намерение пойти в учителя. Вам, дорогой Илья Николаевич, место в университете для усовершенствования в научной работе. Я, забормотал Ульянов и вскочил с места, как застигнутый врасплох ученик. Извините, не понял. Не волнуйтесь, дружески улыбнулся Савельев. У вас есть время подумать об открывающейся для вас будущности профессора. Я сейчас, господа члены комитета, обращаюсь к вам в надежде, что вы соблаговолите поддержать ходатайство, которое я на сей предмет намерен возбудить в надлежащих инстанциях. Расходясь после заседания комитета, каждый из профессоров пожал Ульянову руку уже как будущему коллеге по работе в университете. Ульянов плохо спал ночью, не мог понять, рад он или не рад научной карьере, которая с такой ошеломляющей неожиданностью раскрылась перед ним. Терзался отсутствием в мыслях отчетливого «да» или «нет». А тянуло его к детям. И вот на столе у Лобачевского прошение 7 апреля 1855 года подпись «Кандидат физико-математического факультета Илья Ульянов». Суть просьбы – желание занять должность учителя. Как раз открылась подходящая вакансия в Пензе, в дворянском институте. Но прежде чем назначить Ульянова в Пензу, помощник попечителя пожелал познакомиться с кандидатом лично.
Навстречу Илье Николаевичу стал высокий, отличной выправки господин в черном сюртуке с большой сверкающей звездой какого-то высокого ордена на груди. Ульянов и сам явился в сюртуке, вторично взял на прокат, отчего сразу же почувствовал себя как бы раскованным для разговора с ученым в генеральских чинах. Говорили, у Лобачевского в ясных глазах сила, однако глаз не увидел, только темные очки, а сочному голосу позавидовал, вот бы такое мне учителю. Сели. Лобачевский нагнулся над папкой с бумагами, покосился туда и Ульянов и узнал свое личное дело. Илья Николаевич вслух прочитал Лобачевский заголовок и откинулся в кресле. «Расскажите, Илья Николаевич, о себе, впрочем». И Лобачевский плавно положил кисть большой белой руки на стол. «Впрочем, это излишне, не трудитесь. Все, что надо, я прочитал. И в повести вашей жизни узнал свою. Тоже сиротское детство, горемычная юность. Однако хорошо, голубчик, что жизнь нас с вами не разнежила, научила трудиться. Ради этого и горести, и тяготы стоило претерпеть». Лобачевский встал и протянул Ульянову руку. «Поздравляю вас с назначением, согласно вашего желанию, учителем физики и математики». Ульянов вскочил, притронулся к протянутой руке и остался стоять. Возникла неловкая заминка. «Вы, господин Ульянов, имеете что-нибудь возразить?» «Нет-нет, ваше превосходительство», — поспешно выговорил молодой человек. «Я счастлив назначением и обязуюсь, ваше превосходительство». «Николай Иванович», — мягко поправил Лобачевский. «Николай Иванович, извините, осмелюсь, но мне...» Борясь с волнением, заспешил молодой учитель. «Мне ведь математику преподавать юношеству, а в геометрии я уже не чувствую полного доверия к Эвлиду. Как же быть? Ведь нечестно». Лобачевский внезапно расхохотался, подхватил очки, которые начали сползать с его носа, и продолжал весело от всей души смеяться, вытирая платком выступившие слезы. Успокоился, и очки опять заслонили его глаза. «Ах, вы вот о чем!» — заметил добродушно. «Начитались моих ересей». Ульянов затаился от ученого, взбудоражившегося умы не только в Казани, но в Петербурге и даже в Европе. Он ожидал откровения, однако откровения не последовало. «Не тревожьтесь, милый учитель. Преподавая геометрию Эвклида, вы не поступите своей совестью. Античный геометр построил систему, которая вполне отвечает нашим повседневным нуждам». Лобачевский улыбнулся. «По себе сужу. Когда мы строили новый университет, сам, каюсь, все расчеты в проектах делал по Эвклиду. Достаточно вам?» Лобачевский опять пристал, но Ульянов, вопреки свойственной деликатности, и на этот раз уходить не пожелал. Математический ум его, ум исследователя, жаждал постичь новое, путь парадоксальный в учении, наделавшем столько шума. «Хорошо», — согласился наконец Лобачевский, — «отправимся в область чистой теории. Случалось ли вам, господин Ульянов, наблюдать, как забиваются сваи? Артель рабочих берется за стропы. Взяли, и через блок наверху копра подтягивает многопудовую чугунную бабу. Ух! И баба, падая, ударяет торец толстого бревна. Это свая. Она сразу на несколько вершков уходит в землю. Дальше глубже, дальше глубже. Но наступает момент, когда свая, углубившись в землю, как бы перестает чувствовать удары чугунной болванки. Свая на месте. Забита, как выражаются строители, до отказа. А вот Эвклид не столь прочно поставил свои под свою геометрию и в то же время как бы заявил: «Верьте, что мои сваи не пошатнутся». Однако наука и вера – вещи разные. Лобачевский все еще скупился открыть свои мысли, однако молодой учитель не давал ему умолкнуть и, наконец, добился того,
что гениальный ум казанского геометра распахнул перед ним. Илья Николаевич, не мешкая, воспроизвел на листах бумаги заученные им схемы из трудов Лобачевского, показал, что знает и как, вопреки Евклиду, следует трактовать параллельность линии, и как построить доказательства того, что сумма углов треугольника может быть меньше двух прямых и даже превратиться в ноль. Николай Иванович, Юлианов отложил карандаш. Но вы сами утверждаете, что ваши умозаключения действительны лишь для огромных пространств Вселенной, а Эвклидову геометрию, собственно, и не отрицаете, но получаете право на жизнь. Существует как частный случай вашего всеобъемлющего учения, как геометрия для пространства ограниченных. Но, простите, вы уверены, что просторы мироздания не отвергнут вашу геометрию? Лобачевский снял очки и стал протирать стекла лоскутом замши, а в глазах и на этот раз ни проблеска света. «Дорогой мой Ульянов», — медленно заговорил он, — «уже 30 с лишним лет, как я перестроил свое математическое мышление. Многие ночи провел под раскрытым куполом здешней обсерватории лицом к лицу со звездным небом. Временами я уже ликовал, чувствуя, что еще немного усилий, и в глубинах Вселенной откроется мне гармония моего учения. Но вот напасть, замутилось зрение, и он ударил кулаком по столу с такой вспышкой гнева и отчаяния, что от брошенных на стол очков полетели бы осколки, не выхвати Ульянов их из-под удара. Лобачевский как-то сразу сник, словно и крупное тело его в размерах уменьшилось. На лице набухли жилы, резко обозначились стариковские черты. Ульянов дрогнул от внезапной перемены в облике человека, который казалось ему подобием скале в океане, несокрушимой ни для каких штормов. Сердце его до боли стеснилось от сочувствия к слепневшему. Однако Лобачевский уже преодолел приступ слабости, воспрянул, удивился, не обнаружив на носу очков, а получив их от собеседника, тут же со смехом сослался на рассеянность, которая, мол, еще в университете служила пищей для острословов. «Вспоминаю анекдот», — сказал он Лобачевский. Говорилось в нем, насколько разошелся с единственной истинной эвклидовской геометрии, что, нацелившись на Луну, пролетел в своих ночных полетах мимо, угодил в преисподнюю, но так как у чертей мозги тоже наизнанку, то свой своего познаша. Из ада Лобачевский вернулся, даже не опалив сюртука. Николай Иванович смеялся с явным намерением растормошить приунывшего своего собеседника. Ульянов это понял и деланно заулыбался. «Мы с вами, Илья Николаевич, еще и обсерватории побываем», — бодро заговорил Лобачевский. «Совместно продолжим наблюдение над звездным небом. Дайте срок, выздоровею». «Обязательно выздоровеете, Николай Иванович», — подхватил Ульянов, страстно желая верить своим словам. «Обязательно. Приеду в Казань на летних каникулах и с вами в обсерваторию. Спасибо, Николай Иванович». Лобачевский улыбнулся горячностью молодого человека и продолжал. «Врачи требуют, чтобы я на год отправился для лечения за границу. Дело за не большим». Он замялся и принялся барабанить пальцами по столу. Вдруг поднял голос и раздраженно. «Видели вы, милый Ульянов, простофилий? Похоже, что самый нелепый из этой породы людей ваш покорный слуга. 10 лет сижу в этом кресле и ни копейки не спросил за исправление должности помощника попечителя. Молостов глаза выпучил, когда обнаружилось, что у него в помощниках такой чудак-бессребренник. Это он, наш бравый генерал-майор, и окрестил меня простофилий. Да и по делу мне, слушайте дальше. Иду в казначейство, а там один ответ, что с возу упало, то пропало. А лечиться-то ведь деньги нужны немалые, тем более за границей. Пришлось обеспокоить министра. Написал вот в Петербург, жду». Лобачевский спохватился и прервал речь,
заворчал, сердясь на себя. Болтлив стал, как баба у деревенского колодца, а вас обременяю только, извините. Наконец распрощались. Напутствие Ульянова Лобачевский употребил латинское изречение «через тернии к звездам» и со значительным видом задержал руку молодого учителя в своей. Это было 7 мая 1855 года. Встретиться им больше не пришлось. Денег на лечение Лобачевский не получил. Вскоре ослеп окончательно, а меньше чем через год, 12 февраля 1856 года, умер в нищете и забвении от паралича легких. Но через тернии к звездам осталось звучать в сознании и сердце Ильи Николаевича Ульянова, как завещание великого современника.